Прошло более 38 лет с момента Чернобыльской трагедии, самой крупной аварии в истории атомной энергетики. Вы наверняка знаете эту историю. Взрыв реактора, пожар и огромные объемы радиоактивных материалов, выброшенных в окружающую среду. После катастрофы все население зоны отчуждения, более 350 тысяч человек, было переселено. Гибель от непосредственных последствий катастрофы составила до 50 человек, а от долгосрочных последствий облучения – около 4000, и эта цифра продолжает расти. Земли вокруг станции никогда не вернутся к прежнему состоянию. Авария изменила природу, влияя на все живые существа, но не на диких кабанов. Сегодня они обитают в зоне с тем же уровнем радиации, как и в день катастрофы, будто радиация на них не действует. Простите, горло пересохло. Пейте кофе, а мы продолжим. И не забудьте ставить лайки, если это ваше, в конце видео или в процессе просмотра. Итак, факты. Чернобыльская катастрофа 1986 года привела к значительному выбросу цезия-137, радиоактивного изотопа с периодом полураспада около 30 лет. Учитывая, что прошло уже больше 3 десятилетий, ученые ожидали, что уровень цезия на зараженных территориях снизился хотя бы на 50%. Это казалось логичным. Ожидания оправдались для многих животных, уровень загрязнения у них действительно снижался год за годом. В этом есть простое объяснение. Цезий постепенно рассеивался, смывался дождевой водой и связывался с минералами или уходил глубоко в почву, откуда его перестали впитывать растения и потом животные. Впрочем, в таких объемах, как прежде. Исследования показали, что большинство образцов пищи из зоны отчуждения демонстрирует не просто половину изначальной концентрации цезия, а гораздо меньшую. Но все шло гладко до проверки кабанов. Оказалось, что в кабанах был найден еще один изотоп цезия – цезий-135, который не имел отношения к Чернобыльской трагедии. Этот изотоп имеет гораздо более длительный период полураспада, и обнаружить его очень трудно. Возник логичный вопрос: откуда в кабанах появился цезий-135 и почему радиация не уменьшается? Ученые пришли к выводу, что это связано с рационом питания кабанов. Об этом говорили, например, про баварских кабанов, но считают, что выводы применимы и к чернобыльским. Дело в том, что кабаны в основном едят оленьи трюфели, грибы, находящиеся на глубине от 20 до 40 сантиметров под землей. Цезий проникает в почву медленно, поэтому подземные трюфели стали впитывать изотоп, выброшенный в результате аварии на ЧАЭС. В дополнение, грибы все еще заражены другими изотопами цезия. Цезий-135 попал в почву еще в 1960-х во время испытаний ядерного оружия. Исследования подтвердили, что большая доля цезия в мясе диких кабанов связана с этими испытаниями. В некоторых образцах уровень цезия доходил до 68%. Механизм попадания цезия в мясо диких кабанов тот же – медленное проникновение в почву, впитывание грибами. Но цезий-135 имел на 25 лет больше времени, чтобы накопиться. Так что олени и трюфели только начинают подвергаться последствиям Чернобыльской катастрофы. Интересно, если бы грибы могли удивляться, они бы удивились. И да, такая же ситуация наблюдается в Германии. Значительная часть диких кабанов в Германии радиоактивна. Степень радиации так высока, что местные охотники должны предоставлять мясо власти для проверки. Это не из-за навязчивого контроля, а чтобы идентифицировать потенциально опасное мясо. В этом случае его следует утилизировать. Некоторые охотники даже отказались от охоты на диких кабанов, что в свою очередь привело к новому проблеме – их распространению. Да, в этом мире не все так просто. Но задумайтесь, это действительно неожиданная проблема. Вы ожидаете, что радиоактивные кабаны находятся в зоне отчуждения, но чтобы в Германии? Вначале ученые не могли понять, как такое возможно. Причина оказалась та же – ядерные испытания 1960-х и рацион кабанов, которые поедают трюфели.
Радиоактивные трюфели удерживают уровень загрязнения в мясе кабанов на высоком уровне и будут это делать еще долго, так как цезий должен полностью исчезнуть из Земли, чтобы прекратился цикл загрязнения. Похожая судьба постигла оленей в Норвегии. Казалось бы, прошло почти 40 лет после аварии в Чернобыле, но ее последствия все еще влияют на оленей. Они продолжают быть радиоактивными. В апреле 1986 года ветер унес радиоактивные частицы на многие километры вдаль, и в Норвегии в результате затяжных дождей осело 700 граммов цезия-137. Для этого изотопа 700 граммов – это много. С дождем радиоактивные материалы попали в леса и озера, загрязняя окружающую среду, ягоды и растения. Они также достигли лишайников, грибов, водорослей, растущих на деревьях и любимого лакомства для оленей. Лишайники, не имея корней, получают питательные вещества из воздуха, что делает их идеальными для поглощения радиоактивного цезия. В итоге олени, ничего не подозревая, наелись отравленного лишайника и стали радиоактивными. В 1986 году ученые это определили. А в 2014-м снова проведенная проверка показала, что олени все еще радиоактивны. Ладно, с заражением мяса разобрались. А как насчет более интересных аспектов? Согласно массовой культуре, радиация должна порождать ужасных мутантов, реально опасных монстров. По идее, они должны обитать в зоне отчуждения, ведь их предки получили чрезмерную дозу радиации после катастрофы на АЭС. И отчасти эти мифы правдивы. Радиационный шок от взрыва реактора и хроническое облучение привели к морфологическим, физиологическим и генетическим отклонениям у всех исследованных животных. Популяции в зоне отчуждения деформированы, но не до уровня монстров. Известно, что животные после катастрофы умирали гораздо чаще, и причины были похожи на те изменения, что происходили у людей. Рост опухолей, иммунные дефекты, сокращение продолжительности жизни, раннее старение и прочее. Но это не превратило их в чудовищ. Некоторым удалось выжить. Это собаки. ДНА. Овенчанных собак, собранных во время исследований в Чернобыле, оказались потомками тех, кто пережил катастрофу. В общем, мутантов в зоне отчуждения нет, хотя животные и отличаются от других. Они, как правило, крупнее и не боятся людей. Чернобыльские животные не испытывали страха перед людьми, ведь они просто не имели опыта взаимодействия. Это касается и кабанов, и лисиц, и волков, косуль, зайцев, многочисленных птиц и даже медведей. Можно сказать, что Чернобыльская катастрофа пошла животным на пользу. По крайней мере, за исключением тех, кто погиб от радиации. Численность животных в зоне отчуждения после аварии заметно возросла. Например, численность косуль за 10 лет без людей повысилась в 10 раз, а плотность волков в зоне отчуждения более чем в 7 раз выше, чем в других аналогичных областях. Ученые связывают это с отсутствием людей. Но почему не появились страшные мутанты? Численность всех животных падала с увеличением радиации. У всех было свое время, прежде чем они встретятся со своей ранней смертью. Но важно, как они использовали это время. После катастрофы в Чернобыле все животные столкнулись с необходимостью выживать, и дикие кабаны в этом мастера. Все, что обеспечила природа, помогло им выживать в сложных условиях. Кабаны легко адаптируются и могут выжить в ни в чем не всего, благодаря хорошей плодовитости, раннему созреванию и всеядности. Жара и холод им не страшны. Это делает диких кабанов одними из самых успешных видов на Земле и помогло им выжить после катастрофы. Чтобы лучше понять этот процесс, давайте сравним дикого кабана с косулей. Предположим, обе они жили неподалеку от Чернобыльской АЭС. Свинья может размножаться круглый год, стоит только найти самца. Каждые от 12 до 15 месяцев самки приносят 2 помета, по 7 поросят. Через 6 месяцев поросята уже могут размножаться, и цикл продолжается. А теперь предположим, что у свиньи остался, скажем, 2 года жизни. Она об этом не знает и начинает спариваться сразу после встречи с самцом.
Через 18 недель на свет появляются 5 поросят. И хотя радиация могла повлиять на них, через полгода все они могут уже начать размножаться так же, как и мама. Дикие свиньи всегда успевают размножиться, даже при непродолжительной жизни. А как насчет косули? Эти животные размножаются раз в год, их сезон спаривания длится с июля по август. Беременность длится 10 месяцев, и обычно рождаются лишь 2 оленят. Чтобы быть готовыми к размножению, косулям нужно еще полгода, а помните, их сезон размножения ограничен сроком с июля по август. То есть с момента рождения должно пройти почти год, прежде чем самка сможет забеременеть. А раз катастрофа произошла в апреле, сразу после этого косуля не могла забеременеть, поскольку не было подходящего времени. Даже если оставить апрель, ситуация выглядит по-другому. Пока дикие свиньи радуются нескольким поколениям, косули еле-еле родили по 2 детеныша. И непонятно, смогут ли они вообще дожить до следующего года, чтобы воспроизвести новое потомство, так как они не обладают хорошими адаптивными способностями. В итоге дикие свиньи получили явное преимущество перед другими видами. Да, они тоже умирали от последствий аварии, но их способность быстро размножаться сделала их сильно успешнее в условиях опасности. И не только чернобыльские дикие свиньи обнаружили свою выживаемость. Помните аварию на Фукусиме-1? Она произошла в 2011 году, и до сих пор 20 километров вокруг станции остается зоной отчуждения. Это место опасно для человека, но не для кабанов. Они там преуспевают. Исследования показали, что после аварии местная популяция диких кабанов значительно увеличилась – с 3000 до 13 тысяч за всего 4 года. Кабаны используют заброшенные дома и здания в зоне как места для размножения и укрытия. Самое удивительное, что даже при том, что мясо этих кабанов содержит 300 раз больше безопасной нормы цезия – 137, они не проявляют никаких особых признаков вреда от радиации. Некоторые фермеры даже жалуются на их присутствие. Местные власти предложили охотникам вознаграждение за пойманных кабанов. В разгар событий на Чернобыльской АЭС в 1986 году тысячи людей покинули свои дома, оставив животных. Потомки тех собак и кошек все еще живут в зоне отчуждения, и теперь местные власти решают оказывать помощь им, ставить на карантин, проводить вакцинацию и стерилизацию, а потом отправлять в новые семьи в США. Хотите себе радиоактивного щенка? Я бы поставил лайк, хотя бы за вашу готовность его принять. До скорого!